Всем привет! С вами я, Сандра Степ, и сегодня я буду переклеивать вот эту полку от Е36. Они сейчас отличного качества, оригинальный материал, но, как вы видите, он уже выцвел. Он уже выцвел и совершенно не черный, а фиолетовый. Крепится к полке достаточно сильно. Я попробовала вот здесь вот кусочек уже начать колупать. И да, получается очень сложно. Так что если ты хочешь увидеть, как от А до Я переклеить полку в новый материал, полку от Е36, то тогда оставайся со мной. И я покажу, как это сложно, отодрать оригинальный, я имею в виду, материал. И покажу, каким клеем я пользовалась, какой материал я взяла и, естественно, финальный результат. Интересно? Тогда оставайся со мной. Как вы уже могли заметить, этот процесс трудоемкий, занимает очень много времени, потому что это тоненький материал, вот, пожалуйста, и он очень хорошо проклеенный к полке. И следующий кадр я, наверное, покажу, когда я уже все это полностью сниму, потому что займет это больше, чем пару минут. Итак, уже утро, и я отодрала только вот этот кусочек за вчера. Я решила провести эксперимент. Эту половину я смажу водой, а эту половину я не буду смазывать водой. И посмотрим, быстрее что отойдет, повлияет ли вода на этот кусочек, либо нет. И тогда вы будете знать на будущее, если вам придется снимать материал с полки, что вы сможете, допустим, помочить, и материал сам спокойненько отойдет. Так что пробуем. Вот в качестве эксперимента полка смочена, вот вы видите, смоченная часть, не смоченная часть. И, конечно, было бы лучше, если бы у меня был бы пульверизатор, пшик-пшик-пшик, и все было бы готово. Но как есть, так есть. Так что сейчас я продолжу снимать вот эту часть сухую, и потом перейду к этому. В конце этого всего мероприятия подведу итоги и скажу вам, как лучше, повлияет вода, не повлияет вода. Но мне кажется, повлияет. Ну вот, материал уже снят из полки, это было реально сложно, вы сами видели, материал очень плохо отходил. В результате у меня, не знаю, сейчас, оп, стерта кожа на руках. И тут вы видели, у меня тут стерт палец был до крови. Искала в интернете, как быстро снять материал с полки. Нигде ничего не было. У меня создалось такое впечатление, что он снимается очень легко. На самом деле нифига подобного. Вы сами видели, это была очень кропотливая работа. Материал не хотел отходить, он отходил с трудом. Но в результате вот моя полка. Полка с моим ДНК. Сейчас это все подсохнет, и через какое-то время я уже начну обклеивать ее. Итак, с полки я сняла уже весь заводской материал. Было это сложно, вы сами видели. Это примерно заняло у меня где-то около часа. Ну, немножечко вчера, немножечко сегодня. Ну, плюс-минус это было час. Так что полка подсохла уже. И
можно начинать обклейку. Буду использовать вот такой клей, чтобы больше никто не спрашивал, каким клеем я пользуюсь. Почему в баллончике? Потому что в прошлый раз я использовала также клей в баллончике. И материал на полке Е30 держится очень хорошо, ничего не отклеивается, замечательно. И многие писали, конечно, что нужно брать какой-то там Бизон, либо еще что-то. Клей такой вот в банке большой, стоит он 40 евро. Зачем? Ну вот скажите мне, зачем? Ну, не знаю, у каждого выбирает, в принципе, свое. Мне нравится вот клей в баллончике. Надеюсь, распылитель будет такой же, как и в прошлом баллончике. Он, получается, вылетал как паутинка. И вот он брал где-то приблизительно сантиков 10, и вот такой вот полосой он все разбрызгивал. Я думаю, это будет такой же самый, в принципе. Что касается материала, то я беру вот такой материал. Видно, не видно? Интересно, что получится? Думаю, получится все очень круто. Опыт у меня уже есть, так что приступим. Итак, дорогие друзья, вот и на моей улице бывает не праздник, а неудача. Вы, наверное, думаете, что Сандрочка все может и все умеет. Нет, я лоханулась. Я думала, я выключила камеру, как раз думаю, подклею уголочек. И я собираюсь подклеить уголочек, и я не посмотрела, в какую сторону направлен носик. И у меня все попало на полку. Вы представляете? Все попало на полку. Ну, не все полностью, что у меня вся полка в клею, но у меня достаточный кусочек в клею. У меня сразу так паника. Думаю, блин, что делать? Как мне это убрать? В результате что? В результате я взяла спиртовые салфетки, потерла, не отходит. Взяла одеколон, потерла, не отходит. Взяла иголку, попыталась отколоть этот клей, тоже не особо отходит. И я надеюсь, что я сейчас доберусь до растворителя, и растворителем это все смоется, потому что полка, в принципе, вышла очень даже ничего. Но вот такое несчастье. Мне просто, я настолько расстроена. Я на самом деле рукожоп по жизни. Вот, посмотрите, это вышла полка. Здесь я оставила немножечко запас, чтобы немножечко так подогнуть вовнутрь, потому что мне не особо нравится, как поролон торчит. В общем, вот она вышла. Она вышла очень даже неплохо. Но, вы видите, вот это все место, куда попал клей. И вот у меня тряпка с растворителем. Смотрим. Та-дам! Ты уже пыли накидала. Что это такое? Ну, в общем, помните, на видео здесь было все вот в этой паутине из клея. Растворитель все убрал. А у меня такая паника была. В общем, теперь у меня идеальная полочка. Сейчас я отпылю. Ну вот, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на мою страницу в Инстаграме, потому что все самое новое, все самое свежее появляется сначала именно там. Ссылку на Инстаграм я оставлю в описании. И спасибо за просмотр.